Это история про двух людей, оставшихся в забытых богом лесах Садханы. Здесь они проведут 7 мучительных дней, прежде чем выберутся на свободу. Их задачей будет выжить, но это непросто, ведь их ожидают тяжелые испытания, пройти которые дано не каждому. Отсутствие канализации и воды, скудная пища, враждебные руководители, хипстеры и дикие животные – лишь часть опасностей на пути, но они справятся. Это леса Садханы, третий и последний выпуск. Будьте начеку, ведь теперь все за правду. Over there we see one Vesna who не умеет шланговать. That's why she took a shovel and gonna work. Из-за тебя, потому что ты не захотел взять лопату и занимаешься хером. Давай возьмем лопату. Потому что я умею шланговать. And I know how to шланговать, so that's why she will work and I will do just a foolish action. Дорогие друзья, сейчас мы можем наблюдать, как наш робот-шпион усердно выполняет свою социальную роль в примитивном племени Садны. Он сильно старается. Не волнуйтесь за него, он вне опасности, потому что в этой племенной общине опасны лишь некоторые особи, стоящие на верхушке пищевой социальной цепи. Особенно опасны они во время брачных периодов и паводков, но, кажется, сегодня столкновений не предвидится. Поэтому наш шпион может расслабиться и насладиться примитивной физической работой, смысл которой – толкать железный рычаг. Это может показаться невероятным, но прологическое общинное мышление заставляет аборигенов верить в удивительные вещи. Например, что поступательные движения рычага могут сдвинуть Землю со своей орбиты. Я понимаю, вам с трудом в этом верится, дорогие телезрители, но некоторые аспекты этого строя остаются вне понимания простого цивилизованного человека. Впрочем, это и так заметно, так как наш актер всеми силами старается не подать виду, что подобной работой далеко не уедешь. Но он, конечно, должен уважать эти доподобные традиции, чтобы не вызвать лишних подозрений. Подобная работа, пусть и бессмысленна, но в своей сущности имеет глубокое символическое значение, потому что свидетельствует о подчинении. Так рядовые члены общества отрекаются от своей воли и свободомыслия в обмен на укрытие и пропитание, необходимых, чтобы выжить в условиях дикого мира. Теперь они являются частью чего-то большего, чем собственное «я», частью общины, где главенствующую роль выполняет самка-вожак, ибо общество Садны подчиняется матриархату. Под самкой стоит несколько самок низшего разряда, роли которых менее однозначны и существуют лишь для укрепления власти великой вожди. Дальше по иерархической лестнице идут несколько самцов-евнухов, которые являются примером к подражанию, но и устрашением для новоприбывших. Их пример как бы свидетельствует о том, что следует пожертвовать любому члену, желающему извернуть свой социальный статус. So, if you ask what I'm doing, I'm killing the earth, because you know, guys, on the earth there was so many disasters, so many like genocide, like etc. This is not good. So earth should pay for that. That's why I'm killing it. Look at that.
killing the earth. So for now I killed the earth, and I will be doing that for 2 hours more. А пока наши трудоголики работают во имя языческих истин, сместим взгляд повествования на другую местную фауну. Помимо Homo ergaticus, здесь обитает еще и его верный спутник Canis lupus, или собака собачная. Ее мы все привыкли видеть в городах. Помимо ее, здесь еще можно встретить семейство фазановых и домашнюю корову. А некоторым особо внимательным зрителям может встретиться и сам Sus scrofa, дикий грязевой вепрь. Вот, здесь он вплотную подошел к эргатикусам, а бедный Лупус совсем растерялся от такой наглости. Не удивляйтесь. Как известно из сказок и легенд, то примитивный человек не отделял себя от природы, и, стало быть, она не отделяла его от себя. Вы же все помните древнюю языческую сказку о Адаме и Еве. Там они бродили в лесу, подобно братьям нашим меньшим. Их животные не боялись. Вот, видимо, и здесь работает подобный принцип. Так, я перебью? Да, конечно. Насчет животных. Такое дело. Веганы их любят вовсе не из-за вкусовых качеств, а из-за любых. Мышка, воробушек, королевская кобра. И это не шутка. Видите ли, во время нашего пребывания в лесу по садне гуляла королевская кобра. Больше метра в длину. Ну, это ведь лес, ну все такое. Однако ночью довольно темно, и наступить на такую находку несложно. А знаете, как отнеслось руководство к такому гостю? Очень ответственно. Нас всех оповестили, что здесь гуляет королевская кобра, которая вообще-то мирная и дружелюбная. И на человека не нападает, только если наступите, только если наступите на нее. Поэтому не наступайте. Предложение вызвать кого-то и поймать кобру встретил многозначительные кивки с нахмуренными бровями. Но реализовывать его все-таки почему-то не получилось. Из забавной ситуации, потому что все были достаточно напуганы, к охраннику, который, между прочим, держал при себе что-то похожее на ловец змей, подошел мальчик и спросил воодушевленно: «Вы идете ловить кобру?» На что охранник сделал кислый испуганный вид лица, выпил воды и ушел обратно восвояси. Через 4 дня кобра уползла, но бездействие руководителя просто поразило. Just in case, I'll say it in English. That a huge poisonous cobra was crawling around the Sadna forest, and the managers and workers of this place did absolutely nothing to reduce the risks of participant and tourist colliding with it to a minimum. They just said, don't step on it and everything will be fine. It's also funny that they later added that the founder of this place died from such a bite. But it was his own fault, he stepped on it, so don't do it, right? You know, it's like keeping a pet Hitler in the kitchen. He won't shoot you if you don't go into the kitchen. In short, I have no comments of this incident. Maybe you have. Those are the cows. We don't eat them, we just feed them. Because you know how in Sadna forest say, don't eat, just feed. So it's the cows. Those cows are saints. Oh, this is one is nice. Nice horns, cow.
See, those cows are pretty cool. They each has its own personality, and they're like clever, and they eat like grass and like. This is impressive, I would say. This is impressive. Look how they're running for the guy with the grass. I think it's like crazy. If you know what I mean. Oh, look at me, doing the shitty work, which is shitty paid. By the way, I'm paying for that. €6 per day to taking out the cow's compost, which is not used. Huh, but this is funny. There are the cows in the Sadna forest and they eat. But in Sadna forest they don't use the cow dung for fertilizer, because then they would abuse the cows. Therefore, compost is simply thrown away and human waste is used for fertilizer. Typical veganism. Meaningless and merciless. You know, that's life. Sometimes you're on the peak and sometimes you're on the bottom. But if you still have motivation, like, it's fine. Because motivation will help you in such moments. And I will go collect some poop because the cows are animals. They don't understand what they're doing. They just poop on the ground. And then if it's your cow, and if you're ninja, and if it's a saint, so you don't do like in psychoanalysis. We do like, yeah, but still like you just collecting. And said, oh, it's okay, you're saint, you're my god. If my god do the things like that, I accept it, and that will be okay. I'll just go and collect it. The cows, they're the same. Oh, the cows, they're saints. It's okay, cow. It's okay. And a good nutrition. Сейчас мы используем нанотехнологический процесс мойки посуды, который, однако, из металла высокотехнологического. В общем-то, что мы сейчас имеем, однако процесс мойки не высокотехнологический, а допотопный. Мы берем кокосовую шняшку, мы берем водичечку и макаем ее в пепел. Потом берем и натираем. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Такими натираниями мы пытаемся добиться, чтобы наша посуда стала чистой. И знаете, чем больше вы натираете, тем чище она становится, потому что уголечек или пепел, как в простонародье называют уголечек переработанный, используют для того, чтобы отдирать пригоревшие штучечки. Насколько это хорошо работает, можете убедиться сами. Взять, например, туалетную бумажечку, намочить ее водой и растирать себе щелку. Если вы не увидите никакого эффекта, то примерно это то же самое, что делать с этой штучкой. Зато это экологично. И потом мы берем и макаем это в водичке, чтобы добиться эффекта полного устранения микробов и полной ее ликвидации. Здесь имеется трехэтапная процедура вымывки. Значит, есть грязная вода, менее грязная вода
и грязная вода. Изначально она была чистая, менее чистая и грязная, и значит вначале мы макаем в грязную воду, чтобы как бы микробы такие, ребята, заходите, еще больше микробов. Потом такие в чистую, они такие, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А потом в самую чистую, они такие, ой-ой-ой, ой-ой, но все равно остаются. И для этого мы окунаем их в большую воду, где обильно поливаем их уксусом и надеемся на Бога. Ну, что все очистится. Что ж, сейчас мы находимся в юрте для медитации. И вот первый медитирующий заходит к нам. Скажите, как вы себя чувствуете, медитирующий? Полезные точники. И эта юрта прикольная, как и прикольные тут домики. Но есть такое размышление, что все это здесь подстроено. И мы все в телешоу про медитацию. И когда вы не медитируете, вас бьют током. А так все идет к тому. Everywhere is 24/7. Yes, 24/7. And then the other three on top of the two of them. So the fourth tree would fall here. Oh shit. Oh shit. I cut myself really bad. I did. And it's bad. Like I'm not joking. I need help. Really? I don't want to show anyone because it's kind of gross. That's okay. Do you need a... But I did. Wait. Oh my god. Инструктаж. Итак, сейчас мы представляем учебное пособие по тому, как правильно подметать камни. У нас есть камни. Берете такую швабру. Выметаете камни. Ой-ой-ой, я вижу, там остались камни. Надо подмести камни. And that's how we say in English, we rock. Du coup, c'est notre dernier jour dans le Southern Forest. Par rapport à mes sentiments, je ne sais pas quoi dire parce que nous avons un conflit avec le grand chef de Southern Forest sur la base, sur le concept de moralité et de gratuité, et de l'amour qui doit être dans le Southern Forest. Et ainsi, le responsable nous a proposé de juste sortir de ce place-là parce que c'est pas pour nous, c'est pas pour vous savez, les personnes qui ne veulent pas travailler, parce que dans le Southern Forest tu travailles toujours, sauf quand tu dors. Et ainsi, c'est notre dernier jour. On va saluer tout le monde. On va prendre le taxi et aller dans un hôtel. Si je peux dire aussi que, en fait, au premier côté, ça c'est un lieu intéressant que vous pouvez essayer de venir. Juste pour voir comment c'est un éco-village, comment c'est vivre en forêt, dans la nature, dans les maisons comme ça. Vous savez. Ça c'est pas mal, comme les maisons et tout ça, mais la responsable
Et aussi les personnes, il y a quelques personnes qui sont voyageurs, ils sont en fait trop intéressants. Tu veux parler, tu vraiment peux sentir que tu es part de la commune, mais autrement les autres qui vivent ici pendant un an, ça c'est questionnable parce que ils sont un peu de craziness qui n'est pas très cool. В общем, это был наш последний день. Мы покинули этот великолепный проект 3 днями ранее, чем запланировали, так как вошли в некоторые противоречия с некоторыми руководителями и нас попросили, но мы, в общем-то, и сами были рады вежливо покинуть пост новоприбывших и пошли в городочек вспоминать, что же такое Индия вне леса, чуть-чуть отдохнуть от отдыха в лесу. Такие дела. Это был интересный опыт. Еще раз я бы туда, конечно, не пошел, такое на любителя, с пивком потянет. Но вы делайте свои выводы и идите или не идите в леса осадные, если уж будете в Индии.